Всем привет, это Денис Вебер, и те, кто родился в 90-е, хорошо помнят время, когда телефоны были большими пухлыми кусками пластика с кнопками и двухцветными дисплеями. Положите современные смартфоны друг рядом с другом, и сложно будет понять, какой из них ваш. Но в этих простых пластиковых устройствах была какая-то изюминка. Можно было звонить кому угодно из друзей, не заходя при этом домой, устанавливать одну из нескольких мелодий звонка и играть во встроенные игры. Никакой речи о том, чтобы скачать игру в Google Play, тогда и не было. Из всего многообразия устройств был один телефон, который многие до сих пор помнят и любят. Это культовый Nokia 3310 от одноименной финской компании. Эта модель была выпущена под конец 2000 года, в год появления Витаса, игры Sims и фильма Брат 2. Телефон мог не просто принимать звонки и отправлять смс, в него был встроен таймер, калькулятор, будильник и целых 4 игры, 2 из которых стали не менее популярны, чем сам телефон. 3310 стал настоящим хитом и был продан тиражом в 126 миллионов копий. При емкости аккумулятора в 900 мАч заряд батареи мог держаться до 260 часов. Кроме того, телефон отличался просто невиданной прочностью, которая сделала из 3310 интернет-мем. В 2017 году в компании подумали, что новое — это хорошо забытое старое, и решили обновить модель, выпустив новую версию Nokia 3310. Хотя кто-то и считает выпуск новой модели успешным, она все-таки не стала такой же популярной, как оригинал. Пока режиссер Брайан Джей Сингер выпускал первых Людей Икс, в Nokia снимали рекламу для своего нового устройства. В роликах для ТВ-рекламы показывали что угодно, но не сам продукт. Если вы когда-нибудь видели рекламу современных смартфонов, то в них основным и главным элементом всегда является сам смартфон. Мне стало интересно, а как бы выглядела реклама той самой культовой Nokia 3310, если бы ее создавали сейчас? Тем более, что с помощью 3D всегда можно посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Недолго думая, я приступил к созданию своей рекламы. А готовый ролик вы сможете увидеть уже ближе к концу видео. Создание 3D модели. По моим заветам успешной рекламы, основой видео я решил сделать сам телефон. Честно сказать, я понятия не имел, как должно выглядеть финальное видео. Но самый верный путь — просто начать делать и в процессе придумывать то, что приходит в голову. Я нашел подходящие референсы телефона на Википедии. Автор статьи как будто специально для 3D-моделеров добавил фотографии телефона со всех сторон. Так как в рекламе нужно показать преимущества продукта, я открыл характеристики 3310 и примерно прикинул, на что можно сделать упор. Все 3D-объекты состоят из полигонов, которые получаются из соединения 3 и более точек. Если полигонов в модели мало, то она называется Low Poly модель, а если много — High Poly. Для моего ролика вполне подойдет и низкополигональное моделирование. Если посмотреть на телефон, он состоит из пластиковых деталей, между которыми есть достаточно большие зазоры. Никто же не рассчитывал, что его будут проверять на водостойкость. Созданием этих деталей я и начал заниматься. Сначала сделал переднюю крышку с углублением под надпись Nokia и дырками для динамика, а потом пластиковую рамку вокруг. Дальше я принялся за основной корпус. Сейчас все выглядит хорошо, пока не повернешь модельку боком, ведь это только плоская основа. В нижней части корпуса будут располагаться кнопки, поэтому нужно заранее предусмотреть для них отверстия. Удобнее всего разместить референсы со всех сторон, чтобы переключаться между видами и сразу редактировать модельку с нужной стороны. В корпусе есть небольшие углубления, о которых я тоже не забыл. Вообще, когда я создаю какую-то модель, ориентируясь на оригинал, я стараюсь особое внимание уделять мелочам, потому что в мелочах кроется весь смысл. С задней крышкой я возился достаточно долго, так как она должна повторять изгиб передней панели и быть скругленной сверху, и у меня почему-то никак не получалось сделать это скругление. Не пугайтесь, я не стал красить телефон в эти безумные красные и синие цвета. Я просто включил отображение нормали в блендере, чтобы они смотрели в нужные стороны и не были вывернуты. Через некоторое время я наконец доделал заднюю крышку, а вместе с ней и основу корпуса всего телефона. Думаю, что я мог бы вечно редактировать модельку, двигая каждую вершину и ребро, но идеального сходства с оригиналом все равно не добиться никогда, поэтому я держу себя в руках. Пришло время для создания кнопок. Здесь ничего сложного. Я скопировал контур отверстия и выдавил его для каждой кнопки клавиатуры. В блендере есть чудесный модификатор Lattice, что переводится как решетка. Создается та самая решетка, которая при деформировании действует на все привязанные к ней объекты. Если совсем просто,
просто, то с помощью решетки можно добавлять изгибы, углубления и тому подобное для всей модельки сразу. Еще 3 кнопки в телефоне я создал с помощью кубов, как и большинство объектов, которые создаются в 3D. Моделька готова для первой покраски. Это тот самый цвет, который у меня прочно ассоциируется с 3310. Как вы сможете увидеть позже, я добавлю еще несколько цветов корпуса. На задней крышке я также не забыл добавить пару кнопок. В самом низу корпуса его части не сходятся вместе, а наоборот приоткрывают внутреннюю часть, на которой находятся те немногочисленные, но такие нужные разъемы телефона. А по бокам еще 2 элемента необычной стильной формы. Я подумал, что было бы круто разобрать телефон по частям с помощью анимации, чтобы показать все его внутренности. Я посчитал, что совсем не обязательно разбирать все до винтиков, достаточно показать какие-то основные элементы. Поэтому я начал с создания части, куда вставляется тот самый вместительный аккумулятор. Как выяснится потом, некоторые элементы почти или совсем не видны на видео, но лучше их сделать заранее, чем потом пытаться выбирать подходящие ракурсы. Здесь я создал элемент, на котором крепится экран и то самое место, куда прилегает динамик и панель с клавиатурой. Также я добавил небольшое подобие винтиков и датчиков, чтобы деталь не смотрелась пусто. Осталось установить внутренности в корпус и слегка подредактировать его, чтобы все убралось. Наш с вами телефон становится все больше похож на настоящий. Думаю, что уже сейчас его можно было бы напечатать на 3D принтере. Устанавливаю аккумулятор, который по моей задумке тоже будет участвовать в финальной анимации. Жаль, что 3310 нет под рукой. Самое время добавить надписи на кнопках. Для этого в блендере создается развертка модельки, чтобы координаты на 3D объекте соответствовали координатам на текстуре. Сначала я пытался взять такую фотографию телефона, но на 3D модельке это смотрелось совсем плохо. Поэтому я заново нарисовал рисунки для всех кнопок и уже созданную мной текстуру добавил в блендер, а потом настроил развертку для каждой кнопки. Я также добавил текстуры для аккумулятора и для аккумуляторного отсека. И на этом с моделькой закончено. Анимация. Перед созданием анимации можно сделать что-то вроде аниматика. Я создал обычный прямоугольник, который примерно соответствует размерам телефона, и уже его передвигал перед камерой. В моих видео я сам себе заказчик и исполнитель, поэтому договориться было просто. Я подумал, что можно было бы показать основные достоинства телефона, а именно его изящную форму, внутренности, меню, аккумулятор, пару игр и разнообразие цветов корпуса. Я добавил камеру на сцену и начал настраивать ее перемещение. Для видео я использовал одинаковые модельки телефона для каждого из ракурсов, но уже после создания ролика я задумался, что проще было бы использовать одну и ту же модельку и просто двигать ее по сцене вместе с камерой. Вообще, анимация достаточно кропотливый процесс, и часто на ее создание уходит гораздо больше времени, чем на создание самих моделек. В моей сцене с несколькими одинаковыми модельками камера передвигается между ними, и если уж я стал использовать несколько моделек, то нужно было расположить их так, чтобы в разных кадрах они не попадали в поле зрения камеры. Ох, сколько бы я тогда времени сэкономил. Мне в голову пришла идея показать сразу 2 игры с телефона в видео. Первая — это та самая змейка, а вторая — Space Impact, в которой космический корабль стреляет по врагам из бластера. И чтобы добавить разнообразие, я создал анимацию Space Impact в 3D. Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Несколько объектов из геометрических фигур перемещаются в пространстве, а интерфейс с очками и жизнями располагается в верхней части. Вот и вся игра. В этой сцене я добавил анимацию разборки телефона, выделил каждую из деталей и передвинул по одной из осей, а через несколько кадров вернул их обратно. Здесь аккумулятор вставляется в отсек, а сверху закрывается крышка. Змейка. Десятки часов люди проводили за ней во времена, когда еще не было такого безумного количества игр на телефонах. Для нее я сделал 2D анимацию в After Effects с нуля. Я создал квадрат и на его основе собрал всю сцену. Меню также пришлось рисовать с нуля. По задумке в видео телефон переключается между пунктами меню. У меня была гифка с таким переключением, которую я и взял за основу. Я совсем близко к финишной прямой и занялся тем, что добавил на сцену освещение, а здесь его много. Я решил сделать модное появление из черного в самом начале видео. Для этого источники света должны включаться плавно и одновременно. Добавил заставку главного экрана для некоторых моделек, для каких-то мест добавил фон и больше света.
цвета. Ох, не знаю даже почему, но я забыл шильдик Nokia спереди и сзади телефона. А это значит, что придется добавлять их для каждой из моделек на сцене. Последние приготовления — изменение цвета телефона и фона под ним, чтобы показать, насколько стильный и молодежный телефон Nokia 3310. После того, как рендер завершился, нужно было собрать ролик и добавить в него музыку и эффекты. Это интересная работа, о которой я расскажу как-нибудь в другой раз, а прямо сейчас мне не терпится показать вам финальный результат. Так выглядит мой вариант рекламы культового телефона Nokia 3310. При создании 3D, да и в любой другой серьезной работе всегда будут появляться какие-то трудности, каким бы профессионалом вы ни были. Привыкнуть к ним не получится, поэтому можно расценивать их как опыт, ведь когда-то и я не мог сделать даже малую часть того, что могу сейчас. В любом случае, не бойтесь трудностей и делайте все, что можно вообразить. Главное, чтобы это было полезно вам и другим. Подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии под видео и ставьте лайки, если это видео было вам полезно. И до встречи, скоро здесь будет что-то очень крутое.